Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я собираю торт «Восьмерка». Именно сборку торта я показываю, не украшение. Украшение будет в следующем уже видео. Торт, в принципе, несложный, но очень многие задают вопросы в комментариях, как собрать такой торт. И вот показываю. Торт я буду собирать из американского бисквита на горячем молоке. Бисквит этот я выпекала в предыдущем видео. Ссылку на подробный рецепт я оставлю в описании к данному видео. И все пропорции я также напишу. Здесь у меня размер 22 и 18 сантиметров диаметр коржей. Также в одном из тортов, то есть тут как бы два торта у меня будет, в одной из сторон этой восьмерки у меня будет крем ириска. Тоже я делала в предыдущих видео. Посмотрите, проходите по ссылке и смотрите, как я готовлю этот крем. Крем со вкусом конфет ириска. Вот такой он по консистенции. И одну из частей этого торта я буду собирать именно с этим кремом. Итак, сейчас я соберу маленькую часть торта. Здесь у меня коржи по 18 сантиметров в диаметре. Я беру здесь 4 коржа, хотя я разрезала тот бисквит на 5 коржей. Пятый корж я просто замораживаю. Мне они пригодятся, эти коржи, уже для последующих моих работ. Здесь я на временной такой подложке все это собираю, поэтому дно я ничем не смазываю. Коржи я здесь не пропитываю. И я крем ириска, проходите по ссылке, смотрите, как я его готовлю, наношу прямо на корж сразу. И наношу я где-то 3/4 этого крема, который я приготовила в предыдущем видео. Там пропорция идет на 1 банку сгущенного молока. Все это посмотрите подробно в видео в том. Теперь я накрываю это вторым коржом. И здесь я взбила 300 мл сливок 33% жирности. И взбила я их с пакетиком ванильного сахара 8 грамм и 25 грамм сахарной пудры. Я все это напишу в описании. И я беру здесь половину этих сливок и добавляю в оставшийся, все это я делаю на глаз, добавляю в оставшийся крем, то, что у меня осталось от предыдущего коржа, и просто размешиваю ложкой. Послевкусие ириски сохраняется, но более нежное уже на вкус. Сейчас я все это разравниваю шпателем. Крем стабильный, крем очень податливый, хороший в работе и очень-очень вкусный. И будет очень красивый разрез у этого торта. Теперь в оставшиеся 150 мл сливок, ну примерно так, я добавляю хорошую полную столовую ложку вот этого уже разведенного крема. И все это просто перемешиваю ложкой. Наношу уже на последующий корж. Также все это разравниваю сейчас. Осталось у меня здесь буквально пару ложек. Я их заморозила. И у меня получилось вкуснейшее мороженое со вкусом ириски. Итак, накрываю последним коржом. И еще раз повторяю, коржи я здесь не пропитываю. Стягиваю все это кондитерским кольцом. И убираю сейчас, накрыв пищевой пленкой, обязательно, просто не вошло здесь в кадр, в холодильник буквально на пару часов. Теперь я собираю второй торт. Здесь у меня будет тот же самый бисквит, как я уже сказала, но 22 сантиметра в диаметре. Располагаю я его, естественно, с одного края, чтобы у меня уже потом собиралась цифра 8. Здесь у меня крем творожно-сливочный. Есть на моем канале базовый рецепт сливочно-творожного крема, который подходит как основа для очень многих тортов. Собирать я его буду, этот тортик, со свежей клубникой. Я порезала здесь 300 грамм свежей клубники. Торт этот я собрала, украсила, и его уже скушали в течение 12 часов. То есть торту не было даже 12 часов, когда он уже был съеден. Поэтому за это переживать не нужно мне было, что он прокиснет или еще что-то с ним будет. Абсолютно все сохранилось прекрасно.
Так я делаю со всеми последующими коржами. Все это сразу же разравниваю. Слой крема, именно творожно-сливочного, я здесь наношу максимум 1 сантиметр. Это максимум, потому что все-таки это 3D торт, и об этом не нужно забывать. Накрываю все это последним коржом и также стягиваю кондитерским кольцом. Не пропитываю даже последний корж, потому что здесь от творожного крема все это пропитается. И коржи самодостаточные здесь. Они такие достаточно влажные. Убираю сейчас буквально на пару часов в холодильник. Прошло у меня где-то 2-2,5 часа, примерно вот так. Достала из холодильника. Очень хорошо тортики мои стабилизировались. Снимаю кондитерские кольца, разравниваю. Торты очень стабильные, благодаря бисквиту и благодаря консистенции крема. Теперь то кольцо, которым был стянут торт с клубникой, я делаю такую наметку, как бы по которой я трафаретик такой, по которому я буду вырезать уже. Вырезаю просто обычным ножом. И вот такой прекрасный разрез у нас получается. Шпателем поддеваю и смотрите, вот такой вот идеальный красивый разрез у нас с кремом ириска получается. Очень вкусный. И 3 этих слоя, они все как бы дополняют друг друга. И вот таким образом мы ставим это к крупному торту. Видите, у них и высота у этих тортов практически вровень они идут. Таким же образом собираем торты, музыкальные инструменты, ну, с маленькими там вариациями, будь то скрипка, гитара, виолончель, то есть все это можно в таком же виде собирать из 2 круглых форм. Торт собирается совсем несложно, главное правильно знать принцип, как его разрезать и как соединить эти 2 половины. И вот такой прекрасный разрез у нас получается. Разрез у торта не только красивый, но и очень вкусный торт. Идеально дополняет друг друга вот этот такой насыщенный слой ириски, нежнейший как облачко верхний слой, и как такое связующее звено это средний слой такого цвета капучино. То есть очень вкусный торт, идеально сочетается с американским бисквитом на горячем молоке. Все это в совокупности дает прекрасный богатый вкус этому торту. Очень советую попробовать. Теперь я приготовила ганаш на масле, обычный совершенно ганаш, растопила в микроволновке 200 грамм шоколада и 100 грамм сливочного масла. Шоколад у меня 40% какао. Я сразу же распределяю ганаш по всему торту, потому что торт холодный, ганаш схватывается очень быстро. Я здесь не выравниваю ничего, как бы я выравнивала под мастику. Как выровнять под мастику ганашем, есть у меня отдельное видео, я ссылку оставлю в описании к данному видео. Ганаш очень пластичный, гибкий и очень хорошо с ним комфортно работать. Ганаш здесь стягивает обе наши формы, так как у нас нет такой формы. И сейчас буквально на полчаса я отправлю все это в холодильник, и потом я уже на этот ганаш буду покрывать торт белково-заварным кремом. И в принципе делается это все совсем несложно. Главное просто знать принцип и ровно все разрезать и собрать. И вот такой торт в итоге у меня получится. Украшения уже буду показывать в следующем видео. Расскажу все нюансы. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.